Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этот вечер проводите в нашей компании. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Есть что обсудить, прям целый ворох новостей, и будем, конечно, пытаться понять, а к чему все идет, а что будет дальше, обязательно, да, то есть обо всем поговорим. QR-код, который возле меня, милости прошу, врывайтесь прямо на экран со своим сообщением. Если хотите задать вопрос заблаговременно, сообщество YouTube, как всегда, открыто работает, переходите, интересуйтесь и у Игоря Владимировича спрашивайте. Это в финале нашей программы. Точно так же в самом начале, все без изменений, это опрос нашего сегодняшнего эфира. Всем большое спасибо, что заходите в чат трансляции, за то, что там отмечаетесь, пишете, общаетесь. Голосуете в вопросе, ставите там супер стикеры, супер сообщения пишите, это просто прекрасно, если это у вас работает, вообще замечательно. Ну и, конечно, опрос нашего сегодняшнего эфира. Выйдут ли США из переговоров по Украине? Варианты ответов. Да, все к этому идет, будут прямые переговоры. Нет, это все блеф, чтобы ускориться. Да, но помогать будут через ЕС. Ну, то есть помогать будут через Европу, но вроде как не при делах, а сами будут налаживать свои отношения. И еще один вариант тоже да, но тут уже категорическое да. То есть ни участия, ни помощи, ничего от Соединенных Штатов ждать не приходится. В общем, как вы смотрите на вот эти, ну, достаточно интригующие моменты, а что вообще будут делать США с Украиной дальше? Я склоняюсь, я проголосовал уже, Александр, я признаюсь в вашем вопросе. Я проголосовал за четвертый вариант. США выйдут и умоют руки. Это, кстати, лайт вариант для Украины. Почему? Потому что если Соединенные Штаты займут позицию Китая, то есть начнут торговать со всеми участниками и типа дружить со всеми, то кончится это тем, что выиграет от этого Российская Федерация значительно. Поэтому выход умыть руки и заняться вопросами Америки, это, ну, для Украины как бы самый оптимальный вариант. Ну, такой достаточно тревожный вариант, безусловно, но давайте будем откровенны. Да? То есть выход Соединенных Штатов, он прямо проистекает из The Atlantic, интервью сегодняшнего Трампа, где он сказал ряд таких очень важных вещей о том, что он не за Зеленского, он не на его стороне, готов давить и на Киев, и на Москву. Более того, да, то есть он прям ставит какие-то дедлайны и цели. Но общая тональность вот этого интервью нам говорит о том, что, судя по всему, собирают манатки. Ну вот, по крайней мере, так видится. Ну и Волт сказал, терпение заканчивается, все. Вот буквально перед эфиром прилетела новость, заявление советника по нацбезопасности Волца, все заканчивается, ну все. Смотрите, читал я интервью Трампа Атлантику и скажу так, это интервью полностью подтвердило то, о чем я говорю последние месяца, в том числе у вас, Александр, в эфире. Надо, кто против войны? Мира, то есть против того, чтобы войну заканчивать, и мира. Российская Федерация, потому что она копила, и у них все хорошо, и они наступают, и за этот месяц прошли территории больше, чем за весь предыдущий захватили. То есть у них в военном плане все в порядке, и тут с военной точки зрения мне абсолютно все понятно, почему они против. И власть, зеленая власть в Украине, то есть московский вождь и украинские зелені гниди. Не украинский народ, а конкретные люди в конкретном правительстве, конкретный гнедотник на Банковой и тому подобное. Они
эту войну продолжают для того, чтобы оставаться у власти, для того, чтобы продолжать грабить, наживаться на войне и не быть наказанными. Ну вот и все. То есть, если бы были реально желание ставить на место тех и тех, я не хочу разбирать российский кейс сейчас. Я думаю, это даже не мое как бы дело. Там у меня свои мысли по этому поводу есть. Да, в принципе, Трамп их и озвучивал, да. То по Украине пока зеленые гниды на Банковой, это исключено, это невозможно. Они будут говорить, да, как сейчас, да, мы за мир, да, мы на 30 дней, да, 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 но вот. И будут срывать любыми путями любое перемирие. Это раз. Второй момент, важный. Они, может, и согласятся на него при условии, что никто не будет их трогать, и они получат зеленые гарантии. Я убежден, что гарантии уже получены. И со стороны, кстати, Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации. Мгм. Со стороны вернее, со стороны США с проекта договора Трампа еще исчез пункт о выборах, это все заметили, отметили. А Российская Федерация вышла с заявлением, очень таким красивым. Мир важнее, чем легитимность Зеленского. Вы слышали, видели, наверное, это заявление. То есть они говорили, нелегитимный, там, ду-ду-ду, есть проблемы, надо, ну, все, тут хоп. То есть по факту мы имеем фактически дело с признанием диктаторских полномочий Зеленского и со стороны Запада, и со стороны Российской Федерации. На, ка- Надолго ли? на какой территории Надолго. и надолго ли, да? Да, надолго ли и на какой территории? Это уже вопрос другой. Но всем, кто надеялся, что завтра рухнут темницы, режим диктаторский, там санкции, шманцы и так дальше, нет, все будет только усиливаться. Зеленый каток репрессивный накалился. Вот, последние там несколько дней, неделю, наверное, готовят информационное поле там по ряду людей, в том числе по мне, притом вообще уже такой открытый фейк это самое несут, который ну на голову не налазит. Я сразу думал, ну злопыхатели, недоброжелатели, ну расследованиями кого-то, ну достал такое. А вчера я получил подтверждение, что с Банковой конкретно зеленые гниды спускали на ряд сайтов, интернет-сайтов, интернет-изданий страны абсолютную чушь и абсолютно бред. Оттуда звонили и говорили, извините, Игорь Владимирович, ну, я говорю, ставьте, вы в Украине, я, ну, не могу вам запретить, потому что они вас, ну, будут Так, преследовать. а что вам инкриминируют, что вам вменяют? Ну, вот смотрите, придумали такую историю вообще, Александр, сумасшедшую, что создана преступная организация, заговор. Мгм. Троцкий, Бухарин, Зиновьев, там, И это сам. Васильчук? Да, значит, этот самый. Значит, типа Мосейчук, какой-то Сияр Куршутов, Арестович, Шевченко, правда, в Шевченках запутались. Там сейчас расскажу, посмеемся хотя бы вместе со зрителями, потому что если люди недоделанные, я про зеленый гнид, то они такие есть. И Андрей Богдан.
бывший глава офиса президента. Это в одной версии, а в более расширенном списке еще присутствует Константин Петрович Бондаренко. Вот. Значит, создали преступную группировку, работают с Кремлем, ну, прямо вот с Кремлем, на Кремль, все, и хотят свергнуть власть, естественно, это самое, заговорщики. А как, простите, а как хотите свергнуть? Ну, я не знаю, как хочу свергнуть, это у них, ну, надо спросить. Я вот другое хотел сказать. Ну, из всех вышеперечисленных людей лично и долгое время знаю только Константина Петровича. Ну, там еще с 90-х, то есть это самое. И знаю Богдана со времен, когда он был и общался в то время, когда он был адвокатом Геннадия Олеговича Корбана, которого я поддерживал, я никогда же этого не скрывал. Это самое. Вот с тех времен я его знал. Последний раз во времена, когда он возглавлял офис президента, один раз на эфире столкнулся, после чего пришлось с партии уйти, бы сказали, я его мало мочил. Это самое. Второй раз я сам ему написал после его отставки, говорю, вы можете объяснить, вот слили дело о покушении на меня, главный свидетель погиб, убит. Ты можешь, говорю, Андрей, мне объяснить, что-то, ну, что это вообще было? Он говорит, да они ипанутые. Я когда услышал это, думаю, все, я понял, ну, так культурно попрощался, все. Честно, была бы возможность, я думаю, и вы, Александр, как журналист, взял бы интервью. Вопросов острых. Ну, не теплая ванна, не обещаю, но вопросов достаточно, потому что Богдан один из отцов, ну, вот этой всей зеленой гнили, многих гнид, которые туда пришли, он некоторых за руку заводил. Ну, интересно было бы пообщаться, но не видел, не слышал. А остальных Арестовича видел раз в жизни, этот сам, ну, вживую я имею в виду. Сияра Куршутова, наоборот, критиковал, ну, регулярно, и критикую по сегодняшний момент. И у меня вопрос, как это заговорщик пропал с санкционного списка? На него были введены санкции за этот самый контрабанду, а тут хоп, и он пропал с списка. Зато стал заговорщиком со мной. Я его знать не знаю. Ну ладно. Но вообще, конечно, я ржал до умопомрачения. Они ж присылают, что происходит. На Банковой зеленые гниды, их информкиллеры готовят вот такие простыни, помойки, ну все. И отправляют в издание, и раньше говорили темники, тут не темники, тут требуют печатать. Вот то, что написали, и печатать. Ну и выходит, смотрю, пишут, в заговоре принимает участие бывший министр экологии Украины Игорь Шевченко. Ну, во-первых, у меня с Игорем Шевченком конфликт, и мы с ним дискутировали, ну, неоднократно, политический конфликт. Во-вторых, я не слышал, чтобы он там в Вене находился. А в-третьих, лепят фотографию Кирилла Шевченко. Понимаете, ну, они в Шевченках запутались. Хорошо, хоть не Тараса Григоровича. Понимаете? Ну, понимаете, Потому в чем что дело? То есть мы, Бенюк бы с этими, с рисками пришел. ну, понимаете, в чем дело? Тут такая странная история. 2 минуты назад Ермак у себя публикует эмодзи в Телеграме. Телефонную трубку, которая там чего-то звонит. Загадка. Что же это происходит? Лавров сегодня, собственно, попытался объяснить, что к чему
в контексте вообще вот этой тени толкая, да, вот этой истории с перемирием. Путин объявляет 3 дня на 9 мая. Украинская сторона стоит на своем, говорит, нет, давайте завтра, вот прям сейчас давайте, и на 30 дней. Выходит Кит Келлог, ну, который еще помнит на себе руки Ермака, который его обнимал, к сердцу прижимал, вот, и говорит, что Америка как бы согласна с Украиной, 30 дней. Что объяснил Лавров? Говорит, что это все, конечно, прекрасно, но вот этот, собственно, этот режим перемирия, это как бы начало прямых переговоров с Россией. Прямых переговоров. Вот эта трубочка, конечно, опубликованная Ермаком. Смотрите, Трамп недоволен и одной, и второй стороной. А, Идея Путина, она такая специфическая. Там дальше поговорим, почему и как вообще она отображается в украинском информационном пространстве по поводу перемирия именно на День Победы, 80-летие, большой парад, большие гости там у Путина в Кремле. У нас, правда, никого не будет. Тут Политико расписали, что, ой, а там что-то, немец что-то там, правительство формирует, там кто там, Макрон или Стармер, в общем, форум, короче, всех дела на 9 мая, все где-то едут, но куда-то, поэтому не доедут, до нас все, не будет. Контрпарада не будет. Министров иностранных дел пришлют, они там походят, посмотрят, как бы, что такое коалиция мощности и коалиция желающих. Так вот, Лавров говорит, что прямые переговоры. А может эта трубочка означать, что дабы ублажить Трампа и чтобы США не умывало руки, Путин и Зеленский созвонятся? Смотрите, Александр, ну, во-первых, я этого не исключал бы. Я не исключал бы. Во-вторых, очень важный момент по тому, что происходит вокруг этого перемирия. Я, честно, знаете, я всегда там шашки наголо побежал критиковать все это, разбирать все. Но сегодня скажу, вы знаете, подтренировали офис президента, подтренировали этих товарищей, что все, ну прекращайте в Чапаева играть, давайте, ну переговоры это о шахматах, а не о Чапаеве. И это самое, и, конечно, после заявления Кремля о 3 днях перемирия, которое было ожидаемо всеми, заявление о давайте уж 30 дней, это уже был ход. Это уже не сметались там фигуры с доски, там не откидалось, ну ничего, это был ход. Ход, который поддержал Хеллах, я думаю, не исключено, заранее об этом, ну, было проговорено. Вот. И, ну, честно говоря, на этом фоне Лавров, говорящий о том, что, ну, 3 дня это начало прямых переговоров, ну, это выглядело так уже, знаешь, то есть играем со всех сил. Ходов не остается. Ну, есть такое понятие, как пат в патовой ситуации. И, естественно, для того, чтобы разблокировать патовую ситуацию и не дать возможность, ну, не усадить Трампа играть на чьей-то, ну, стороне, естественно, могут происходить ходы, такие как звонки. Не обязательно там Путина, это может быть другой звонок, это может быть что угодно. А если учесть, что перед началом саудовского рандеву переговорного в Киев по американскому паспорту приезжала сестра главного переговорщика США Путина, ну, все может быть, смотрите, и это раз. Во-вторых, контакты с Москвой не прекращались на самом деле все эти 3 года кровавой войны. Просто какой был уровень, о чем говорили и о чем договаривались, это уже другой вариант. Это контакты были и со стороны
Украины, ну а со стороны США были и не прекращались каждодневные прямые контакты, и при Байдене, а при Трампе они, ну, усилились кратно. Поэтому звонок может означать что угодно. Это может быть звонок посредника от Кремля, это может быть прямой из Кремля звонок, это может быть кто-то, кому доручил Путин. Это возможно даже, как вы, ну, высказываетесь, и такой вариант возможен. Но я думаю, что сейчас мы находимся в фазе, когда в эти 3 дня есть максимальный шанс усадить за стол переговоров, ну, если не первые лица, то переговорные группы, которые ими будут, ну, сформированы. Вот, вот так вот мне это эмодзи расшифровывается. Ну, хотя заривно с этими эмодзи, ну, мне кажется, это Нет, ну подождите, все на самом деле складывается. может, это я звоню там в пятницу санкции какие-то, я же не знаю, понимаете? Может всякое быть, действительно. Ну, то, что по поводу санкций, мы уже, это уже как бы секрет Полишинеля, вроде как есть пакет санкций на окружение Ермака американских, то есть как элемент давления. Я, Не, в пятницу же РНБО наше будет еще вводиться. нет, вот это да, это, Вам коллег да, подкинут. да, в компании прибудет. А. Ну, если только не Куклачев, там, не какой-нибудь артист из России, посмотрим против кого своего. Но, в принципе, все ложится в достаточно стройную схему. Я просто предлагаю посмотреть более-менее, ну, безэмоционально и вот так технологично. Попробовать, по крайней мере. Ну, вот, смотрите. А, Эта трубочка, она вполне себе всех устраивает. Условно, если там произойдет созвон Путина и Зеленского, например, или кого-то из верхушки, То это вы будет поаплодируют, скажут вот так. Это будет бомба. Все будут счастливы. Выйдет и скажет 100 дней, видите, вот они не говорили там, а вот я это договорился. Причем самое интересное, что мы же как рассматриваем, как, ну там, антиподы, имеется в виду предложение украинской стороны давайте на 30 дней, и Лавров, который говорит, мы не можем вам давать на 30 дней, мы, скажем так, за прямые переговоры. А вот на прямых переговорах между Россией и Украиной мы уже будем договариваться уже конкретно перемирие, там еще что-то и дальнейшие условия. Но это же можно совместить. Ну вот, совместить. То есть Зеленский не скажет, что вот мы добились перемирия и теперь садимся в любом формате. То есть он, смотрите, если дать ему перемирие со стороны России, Путин же может выйти на прямые переговоры первых лиц. Смотрите, И Зеленский никуда не денется. смотри, И тут я просто закончу, и тут я вот прям великолепнейшим образом вижу вот эту историю. Это вчера или сегодня писал Зеленский, там пост какой-то, короче, там куча разведчиков. Он фактически подтвердил, что убивают русских генералов. Сегодня, да, сегодня убивают русских генералов на территории, там будут мстить, спецслужбы, все такое. И анонсировал закручивание гаек в стране, то есть будущий пакет санкций. Так это важно. Если будет контакт двух первых лиц, то ему нужно зачистить все максимально, чтобы никто не поднял голову, не вышел и не сказал, елки-палки, так а что это ты тут с Путиным Украину делишь? Володя, Майдан тебе, надпись лох вернем на эту, на Банковую. Поэтому все вот стройно ложится в эту картину. смотрите, Александр, ну вы правы, но мне кажется, все-таки давайте более, ну, глубоко посмотрим на эту ситуацию. Я буквально перед эфиром разговаривал с несколькими действующими народными депутатами с президентской фракции, и никто не слышал о том, я понимаю, что их и ночью привезут, если надо будет, но, по крайней мере, тревоги
тревога, тревога, волк унес зайчат, знаете, как в этом мультяшке, не прозвучало. Почему? Потому что мы знаем, что переговорам с Путиным должно предшествовать снятие запрета на переговоры. Нет, но он же объяснял, что я могу, там, никто другой не может, а мне можно. Помните, на каком-то, ну, пресс-конференции какой-то, он же всем говорил, что я могу, другой никто не может. Ну, знаете, он трактовать может все, что угодно, как угодно. Я трактую с точки зрения законодательства. И, насколько мне известно, по состоянию до сегодняшнего дня точно так же это трактовали и в США, и в России, и в Евросоюзе. Ну, вы слышали по этому поводу комментарии. Все, кроме Зеленского, говорили, надо отменить. Правильно? Так же было? Так было. Поэтому я жду отмены. Я понимаю прекрасно, Александр, что, собственно, э, ситуация складывается таким образом, что люди ждут мира, и уже похрен будет законодательство, конституция и так далее. Я вот эту ж тенденцию наблюдаю, кстати, очень опасную, которая, ну, мина, серьезнейшая мина, Александр, под государственностью. Мало кто понимает этого. Смотрите, выходят американцы и говорят, от Крыма надо де юре отказаться. Они не говорят, что Украина должна отказаться, они там понимают все. Они говорят в общем о себе, ну и так далее. Выходят русские, говорят, надо отказаться от Крыма и еще 4 областей и от города Севастополь. Ну, я, конечно, дико извиняюсь, но юридически это сделать нельзя. Ни в присядке, ни в долоне, ни лежа, ни боком, ни скоком, ни Зеленскому, ни зеленым гнидам, никому вообще от слова, ни Конституционному суду, который угандошенный зелеными, никому это сделать невозможно. Для того, чтобы внести изменения в Конституцию по вопросу территориальной целостности страны, надо принимать новую Конституцию. Нету никакого механизма, ни референдума, запрещен референдум, который касается изменения территориальной целостности страны. Нету. Все, кто вам рассказывают про референдумы, про это знаете как. А давайте мы один глаз закроем, ну, грубо говоря, и что-то сделаем. Если будет достигнута договоренность по финскому сценарию о том, что Украина отдает часть своих территорий, как Финляндия отдала Карелию, то все будут требовать, чтобы это был действительно мир, и чтобы можно было и деньги вкладывать, и ну, другие вещи делать. Все будут требовать юридического реально закрепления. Это будет возможно исключительно путем принятия новой Конституции. Никак в эту внести это невозможно. Если это будет сценарий, там, условно говоря, корейский, про замороженная линия, непризнание со стороны Украины, непризнание со стороны части международного сообщества, ну, то есть нету, да, всеобщего признания, то тогда это возможно. Другого пути, ну нету, нету. Вот как бы кто ни рассказывал, вот я вот слушаю многих экспертов, да проведут референдум, да не проведут. Не проведут, потому что фейк никому не нужен.
ну, видимость чего-то никому не надо. Либо, если будет договоренность, она должна будет быть железно-бетонной, ну, для всех сторон. Они подвешены. Сегодня есть, завтра Конституционный суд скажет, да, мало что там, ну, прецеденты напринимали там, ну, вы понимаете, и тому подобное. Поэтому никто на это не пойдет. И ситуация находится в глухом углу. Я по-прежнему, в отличие от вас, пессимист, ну, в мирном процессе. Я разделяю ваше мнение, что игра сейчас будет, и что сейчас будут переговоры, разговоры, рассказы, встречи, возможно, где-то даже чуть ли не первых лиц, но развязание самой войны я пока не вижу. Вот не вижу. Примораживание, ну, приостановка временная, это да. Но опять же, буду спорить, на 2 дня, че на 3 дня. На 4, че на месяц. Ну, понимаете, да? То есть смысл какой? Что интересует украинцев? Мир. Не на 2, не на 3 и не на 30 дней. Мир интересует. Закончить войну. Прекратить терять родных, близких, терять территории, заняться восстановлением собственного дома, города, ну и так далее, и так далее. Вот это то, что наш народ интересует. А интересы народа в данном случае кардинально расходятся с интересами банковой, с интересами зеленых гнид, которые корону себе прицепили и сидят там, это самое, балдеют и думают, что этот народ является обслуживающим персоналом. Притом, я сейчас скажу очень циничные вещи, но они правдивые. Они считают, что у них все получится. Я просто слышал от некоторых представителей этого класса новоявленного зеленых гнид, что у них все получится, потому что на фронте погибли практически все пассионарии, которые могли бы прийти и спросить, а почему вы, суки, в танке не сгорели? Понимаете, поэтому Александра, они себя чувствуют комфортно, нету пассионариев, спрашивать некому, да и вообще мужиков маловато, одни в армии, вторые за границу сбежали, третьи в подвале прячутся. Вот смотрите, ТЦК, сегодняшнее заявление. Генштаба о том, что их отправляют на фронт? Да. Ну, во-первых, это прозвучало, я точно даты хотел перед эфиром найти, ну, не успел. Это прозвучало у вас в эфире, и несу с Зеленского. Это я сказал, вы помните, когда поймали этого Борисова, еще никто, они все молчали. Я сказал, что выход вот такой. Потом Зеленский вышел, это все повторил, вы помните, после заседания РНБО, всем пообещал, ни хрена не сделал, и вот мы видим второй подход, ТЦКшной штанги. Но походу будет как в футболе штанга, не та, которую поднимают, а в которую бьют. Почему? Я думаю, что это связано как раз, многие говорят, так это связано с тем, что выборы, и ребята пиарятся. Я говорю, в данном случае ТЦК может, ну, як моя бабушка на Полтавщині казала так, як мертвому припарка. То есть это уже не поможет ни хрена им. На этой теме спиариться не выйдет, раз. Второе. А зачем? Какие выборы? Мы с вами говорили в начале программы.
пункты про выборы пропали уже и с американского текста, и россияне уже легитимность нашли. Где-то рыскали там под кроватью у кого-то и отыскали потерявшуюся легитимность. Вот. Я уверен, что вот эта история, вот этот пиарчик, да, который сегодня был сделан, с которого проржали все, кто в теме и не в подвале прячется, он связан с усилением мобилизации. Притом усиление мобилизации, Александр, оно же не связано с тем, будет обострение, ну, боевых действий, либо будет затишье. Ну, то есть пойдет по сценарию Шелеста или по сценарию Мосейчука. В любом случае возможно усиление, ну, мобилизации. И больше всего, что так и будет. Если будет вариант такой, как вы говорите, лайт, что будет какое-то плюс-минус стойкое перемирие, люди расслабят булки, выйдут с подвалов, и их тут хлоп, и поехали в войска. А если не будет, как я говорю, да, и все будет в таком жестком, как сейчас, вот, режиме, ну, это позволит усилить полномочия ТЦК. Сказать, смотрите, вот ребята, которые прошли фронт, хотя я уверен, что те же мордовороты, которые сидели на кассе, те и будут сидеть. Привезут 10 человек, чтобы показать, ну, вывеску, понимаете, да, там, ребят действительно контуженных, раненых. Вот. А основная касса будет это самое. Вы посмотрите, как прозрели. Вот, многие публичные личности, которые 2 года назад, год назад, полгода назад язык в дупе держали, если не в зеленой, то в своей, они теперь ценники рассказывают. То, о чем мы говорили 2 года назад, они теперь, они увидели, у них розовые очки спали. Понимаете, шторы на место вернулись. Я дико извиняюсь, расценники только повышались. Даже некоторых зеленых гнид ловили, которые бабки брали, потом через забор перебрасывали. Вы помните это искрометное видео. Его можно вообще, ну, достойное Тарантино, понимаете? Это, ну, феерически Игорь бегают. Владимирович, ну все-таки, ну подождите, а если все правда так, и все идет к миру, а от ТЦКшников просто избавляются, как от людей, которые слишком много знают про пытки, отстойники, как концлагерь, вот их, от них и избавятся на фронте. Смотрите, Александр, я бы с вами, возможно, и согласился, но режим этого не сделает. Потому что режим превратил ТЦКшников, диктаторский режим Зеленского, его зеленый гнид, превратил ТЦКшников в инструмент удержания в стойле стада. Понимаете? Они народ считают за стадо. Поэтому в данном случае существует такая ситуация, Александр, что избавляться их не будут. Это инструментарий. Даже если идет к миру все, хотя я вижу все в противоположных цветах, Ну но так мы если просто идет к миру, там повозвращаются, им вообще, сейчас, понимаете, сейчас страна закипела. Сейчас реальные мордобои с ТЦКшниками. Родной ну, город президента, Кривой Рог. Появляется такой мальчонка, молодой, безусый. Говорит, я воевал, я в ТЦК. И крутят полицейские под его присмотром и с его участием какого-то мужика. Мужику лет 50, такой уже, ну, мужик.
там с пузом такой уже в весе, в возрасте, с седыми волосами. Они его крутят, в ТЦК гребут. Подбежали люди, женщины и так далее. А он, этот, скажем, товарищ, в стоечку боксерскую, оп, 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 на мужика такого же 50-летнего там, да, или там чуть старше. И дерется с ними. Так ему навешали этому, послали его, прогнали. Ну, вроде как мужика того, который полиция крутила. То есть, что мы сейчас имеем? Вы говорите о каком-то инструменте. Так это не инструмент уже, все. Крутит. Это инструмент, Нет, Александр. крутит и давит, и ломает полиция. Эти рядом стоят, иногда тоже сами присоединяются. Это сейчас вот все больше таких видео с полицейскими. Этот инструмент заменят на полицию, а этих в утиль. И этот мальчик, получивший по роже и бывший посланный подальше, да, молоденький, он же это ж для него сказали, что все, кто не служил, вперед из песней. Смотрите, Александр, все бы было бы так, но чуть не так. Почему? Потому что на самом деле мы видим вот таких вот случаев за день немного, сравнительно немного. Ну, 10, 20, ну, 30, ну, 50. Но по сравнению с тем, что происходит в размерах страны, это немного. Эти случаи делаются показательными. И их специально разгоняют в СМИ для того, чтобы люди боялись и не насмехались, чтобы люди были стадом. Потому что если ты перестаешь быть частью стада, то ты стаешь угрозой для пастуха. Понимаете? И поэтому ТЦК им нужны и будут нужны еще долгое время. Я не говоря о функции реальной, ну, которую они должны, ну, исполнять, а говоря о других функциях, которые им, ну, как бы, они не должны этим заниматься, а их используют. Они стали инструментом тирании. И хорошо. Собственно, если мы, ну там, вы отвергаете, что это может быть очередной пазлик, да, к вот этой картине того, как Зеленский себе выторговал второй поход на трон. Но а что он тогда выторговал? Смотрите, я этого не отвергаю. Я говорю, что война не окончена. О войне. Сегодня приходят очень интересные новости. Паблик Deep State, на него это же цирк на самом деле. Паблик Deep State показывает на карте, как достаточно существенно подровняли фронт в Сумской области. Выпускают главу там ВЦА, он сидит весь белый на фоне белой стены, карта это, и он начинает рассказывать, что там никто ничего не контролирует, они там по 3 калеки позаходили там по маленьким группам, там 3 человека туда-сюда, то есть там ничего этого нет, кто приходит, все сразу уничтожаются, не переживайте. Но все же видят карту Deep State. Все же видят, что произошло там с селом Басовка и так далее. Там, ну вот, в Сумском краю. Александр, я скажу так. Ресурс Deep State абсолютно проукраинский. И, к сожалению, вот этих зеленых гнид и в ВЦА, там, и на Банковой, ну и тому подобное, из-за чего уже не первый, да, конфликт и скандал возникает между Дипстейтом и ими. Они говорят правду. Ну, очевидно, правду, тяжелую правду, но правду. Понимаете? Но не всю. Ну, они не говорят там, где идет реальное боестолкновение. Понимаете? А там, где уже контроль потерян, ну, понимаете, да, ну, то есть, очевидно потерян, они его показывают. Да. И это правильно в условиях войны, ну, потому что иначе прилепят же 111 на лоб, живот, ухо, нос и куда угодно. Но, смотрите, вот на фоне вот этой вот истерики ВЦА на карту Дипстейта, да, которую мы наблюдали в Сумах, у нас есть другая история. У нас есть решение
о принудительной эвакуации граждан с детьми с 4 или 5, уже не помню, населенных пунктов Днепропетровской области. Я, к сожалению, пытался дозвониться туда перед эфиром, но были уже проблемы какие-то там со связью. То есть, не знаю, какая там ситуация, будем уже выяснять по факту, ну, после передачи. Но смысл, посыл понятен. Понятен. 5 населенных пунктов Днепропетровской области переходят в серую зону, в зону боевых действий. Ну, это я, мягко говоря, официальным языком человеческим говорю. Что происходит после того, как часть территории оказывается под контролем российских войск? Вариантов два. Либо кошмарят, как в случае с Харьковом, либо объявляют референдум, как в случае с Запорожьем. Какой-то там населенный пункт берут, небольшой даже, или плюс-минус большой, мы же не знаем, там тоже хватает разных, ну, товарищей, и говорят, все, референдум. А потом у нас в Конституции появился 6-й регион или 5-я область. Это я к чему? Это я к тому, что когда некоторые герои стучат кулачками по столу и кричат «Война до победного конца», то я хочу сказать, что в этой ситуации, это не победный конец, а это конец. И это работа на Путина. Всех, кто сейчас орут, что войну останавливать нельзя, надо воевать, они либо полезные идиоты, либо конкретно реально работающие на Путина граждане. Потому что мы каждый день теряем людей и каждый день теряем территории, которые забирает Путин. То есть, не останавливая войну, вы ему даете козырь это все делать. Вот и все. Вот сидят, это ж понимаете, Александр, я этих товарищей, их не говорящие головы, у меня они с Бенюком ассоциируются. Я вот это вчера посмотрел эту историю, ну а чем они отличаются? Только у него за язык, у этих за войну. Ну, смысл-то где-то плюс-минус один и тот же. Я хочу, чтобы вы высказались. Я считаю, что это очень важно, Игорь Владимирович. Высказаться о фигуре нардепа Костенко. Значит, вчера он выдает на гора. Он вообще человек интервью последние дни. Вчера выдает на гора фактически до Зеленского еще. До Зеленского. А я думаю, он и спровоцировал Зеленского на это заявление. Ну, это мое мнение. Ну, то, что, в общем, Да, это по же, генералам, да. это же страшные вещи. Мы, значит, будем ликвидировать. Короче, в общем, это мы ликвидировали генерала. Сегодня там появился некролог этого москалика, генерал-лейтенанта, которого подорвали, да, террористическим образом, втихую, в тайную, подложив взрывчатку в машину. И вот очень важно, то есть он это признал и сказал, что а вот если перемирие, то еще 5-10 лет вот этим будем заниматься. Чтоб они боялись на улицу выйти. Вот эти все. Ну, какой грозный Костенко. Ну, если, например, можно там зашкаливающейся потужностью это все объяснить головного мозга или какой-то там, ну, рьяностью, политической какой-то игрой, нужно себя продемонстрировать, показать. С точки зрения там украинской аудитории, которая, ну, как бы, да, вот, может быть, даже кто-то Костенко и поддерживает в этом утверждении. Ну, хорошо. Но сегодня это же просто какой-то, ну, вот, идиотизм. Говорит,
ударим по параду на Красной площади. Есть все возможности. Причем там журналист у него спрашивает, ну а как вообще, вот мы можем вот это, да, вот это? Можем, говорит. Кто там вообще будет? Си Цзиньпин, да, там, Фица, ну там разные гости, там я вчера оглашал этот список, который может меняться, могут добавиться гости на парад в Москве, это важно. А мы вот собираемся бить дронами по Москве в этот момент. Нет, ну понятно, почему теперь там Путин перемирие объявил. Понятно, что он обязательно его проведет, этот парад. Он проводил его и в прошлый раз, и, ну и раньше. Были меры предосторожности все, но тем не менее. Парад, этот же ключевой, 80 лет. Очень круглая дата, большое количество гостей. А он сидит в военной, полувоенной форме и публично он тут рассказывает, рассуждает, как мы будем бить по параду. Что вы думаете про Костенко? Смотрите, абсолютно однозначно и в отношении Костенко, кстати, и в отношении Бенюка, я их ставлю на одну, ну, будем говорить, линию. Я думаю одно. Тут надо выяснить один единственный факт. Это полезные идиоты или это люди, которые работают на Кремль? Ну, у меня нету. Вот когда я слушал вчера Костенко, ну, человек офицер спецслужб. У меня вопрос к Василию Васильевичу Малюку. Вы либо закроете хлебальник этому товарищу, либо выгоните его публично с рядов, потому что он официально офицер в командировке, понимаете? Вы вот сидит офицер службы безопасности, еще и наделенный мандатами должностью в комитете, и делает вот такие заявления. Смотрите, использовались ли методы, подобные к ликвидации Москалика во время войны со стороны России, с нашей стороны, в других войнах, без войн, использовались, Александр. Перед вами в эфире сидит человек, против которого они использовали. С меня вытянули 40 осколков. Это что же известный факт. Но вы же не слышали заявления, блядь, с российской стороны, с американской, там, с других каких-то, о том, что мы там вот это вот. Это вот, понимаете, у нас началось, вот есть у нас такой персонаж Червинский, который бывший СБУшник, мент, чекист и взяточник, а с него решили в политических целях героя, ну, слепить. А этот с ним, наверное, соревнуется, понимаете? Тот там взрывал проводы, то, все. Этот Москалькова этого, Москалыка этого ликвидирует, по параду ракетами бьет. Если Зеленский, как верховный главнокомандующий, тут без шуток и стёба, и Малюк, как глава службы безопасности, понимают опасность подобных высказываний этого человека, не знаю, полезного идиота или агента, это уже хай они разбираются. Если они этого не понимают, то они становятся соучастниками вместе с ним. Вот это моя точка зрения. Есть вещи, о которых не говорят. А такое впечатление, что чувак решил себе либо пиар на этом делать, то ли избирательный, то ли военный, потому что там тоже ж меряются, у кого длиннее, толще, ну и тому подобное. Я не знаю. Но вреда этими высказываниями стране принесено
Ну, даже больше, чем этот идиот Бенюк со своими розгами. Ну, Пенюк, конечно, это отдельная история, да, мы сейчас давайте про него поговорим, ним закончим. Я очень хочу, чтобы вы... А вообще есть какие-то, ну, информация какая-то? А что это вдруг Франция собирается в без ООН по Украине? По обстрелам там, по всему. Вот так вот, ни с того, ни с сего. Смотрите, давайте скажем так. Есть партия, за которой шахматная, за которой мы все наблюдаем, где американцы играют, мы играем, россияне играют, ну, остальные там где-то ходят кругами, советуют, французы там. А есть основная партия, где играют глобалисты и те, кто против. И в этой основной партии понятно, чью сторону занимает Эммануэль. Как вы о нем? Ласково. Ну, я, знаете, до избрания этого парня, или я даже не знаю, президентом, я почему-то думал, что Эммануэль, ну, это так связано с моими юношескими влажными фантазиями, что это женское имя вообще-то, понимаете? Да. Вот, я помню там в конце 80-х, в начале 90-х эти видеосалоны, помню, это самое. У меня в родных Лубнах на стадионе там мои друзья держали там вот это вечерний сеанс. Ну не думал я, что президентом может быть Эммануэль. Вот. И мне кажется, что мне кажется, что будет попытка перевернуть трек. Почему? Потому что главная задача, и сейчас мы видим сдвиг, ну, в эту сторону. Главная задача глобалистов была, есть и остается одна. Втянуть в войну Трампа, вывалять его как символ консерватизма, трампизма, ну и антиглобализма, вывалять его в дерьме, крови и всей грязи этой войны, чтобы его через там энное время кончить, ну и так далее. Все. Вот это их главная цель. Им плевать на жизни украинцев, на украинские территории, украинские интересы и все остальное. Шмыгаль. Приходят новости, что уже на этой неделе, там сегодня какая-то опять встреча по этой сделке с американцами, и вроде как на этой неделе подпишут вот эту сделку. Шмыгаль там расплывался в подробностях, но, судя по всему, знаете, это опять-таки тоже очень интересный прием, исключительно риторический, когда Шмыгаль рассказывает о механизме репараций для Украины, в который вписан в эту сделку, о том, что мы там вот убрали вот эти отчисления в этот фонд, но по сути признали, что воевали до этого момента, момента подписания, воевали в долг. То есть мы долг признали перед Соединенными Штатами Америки. Ну и другие там были подробности, вот он сообщал. И вот все происходит. Но ничего же еще не произошло. То есть нам продают какие-то непонятные новости будущего по поводу этой сделки. Между тем, сегодня просто вопиющий, я бы сказал, случай, который показывает, как государство поворачивается лицом к украинцу. Была петиция, чтобы поднять учителям зарплаты. Прям в тексте петиции человек, которая писала вот это все, она говорит, смотрите, вот Польша, соседняя. Ну, во-первых, да, все в основном женщины, ну, в образовании, как правило. Все женщины, учительницы, да, и преподавательский состав, высший преподавательский состав. Понятное дело, что там польский можно как-то освоить, можно уехать в Европу, жить там на пособии, выучить польский, этот диплом признается, и вот там сравнивают. То есть у нас 400-500 долларов, да, в Польше 1500 зарплата.
И вот это все в тексте она выписывает, что примите меры. Ответ Кабинета министров на эту петицию о том, что, мол, не скиглить, помните Азарова, не скиглите, вам еще положены надбавки какие-то, ничего страшного. А вообще денег нет, потому что все идет на армию и военное положение. Вот, собственно, такой ответ на петицию. После сделки вряд ли деньги появятся, правда? Смотрите, Александр, первое, давайте мы начнем, наверное, с петиции, а потом уже перейдем к сделке. Ну и шмыгалями по шмыгалям, так сказать. Значит, первое. А за что мы воюем? Если мы не выделяем деньги на образование, на своих собственных детей, за что мы воюем? Что мы защищаем? Мы делаем все, чтобы вытурить за границу людей. Вы посмотрите на старшие классы. Старшие классы полупусты, мальчиков практически вообще нету, да и девочек все меньше и меньше. А Шмыгаль нам не скиглить, как вы говорите, рассказывает. Это раз. Второй момент. Я категорически настроен в отношении министра господина Оксана Лесового. Ну, вообще нормального человека Оксаной мужчину не назовут, как и Эммануэля. Это раз. Во-вторых, ну, плагиатор же скотина, понимаете? Плагиатор. И могильщик украинского образования дозакапывает его до конца. Он не начал, ну, этот процесс. Но он уверенно это продолжает. Знаете, как и лопаткой по могилке постучал. Понимаете? Поэтому, ну, имея такого министра, чего ожидать от премьера? Мы знаем, как функционирует этот самый Кабмин. Если министр ничего не отстаивает, то, естественно, ну, мы видим то, что видим. Теперь дальше. Деньги на народных депутатов, на повышение аренды жилья для них, транспортных услуг есть, а на учителей нету. Деньги на чиновников есть, а на учителей нету. Я извиняюсь дико, но любой маломальски правильный учитель, а у нас 90, ну там, правильных учителей, продуктирует для будущего народа, будущего страны, будущего нации, как угодно, ну скажите, больше, чем все вместе взятые зеленые гниды Тут важная в ремарка. здании Кабмина и парламента. И Важная вот ремарка. это... Если есть у страны будущее, это Так очень они важная его ремарка. уничтожают. Они Понимаете? его... Смотрите, Если так есть будущее, тогда это золотые слова говорите. мы не раз с вами говорили, что любая нация, это кровно-духовная связь мертвых, живых и нерожденных. Зеленые гниды уничтожают на поле боя, утилизируя мужское, это и женское население, кровную связь, и отдельно уничтожают духовную связь, потому что образование есть неотъемлемой частью этой связи. Они специально это делают, специально уничтожают. Но вы же видите, что денег И нет. страна, которая не имеет образования, которая дает деньги на этих самых, на зеленых гнид в парламенте, Кабмине, офисе президента и не дает на образование, эта страна обречена. Ну вот Если мы смотрите,
Если мы не уберем ГНИТ, то страны не будет. Ну, вот Они вы себе так, деньги выделяют, учителям нет. вот вы так за учителей, за учителей. У нас 10 военно-гражданских администраций открылось в районе Мариуполя, там в Волновахском районе. 10, ну, населенных пунктов. И там в каждом военная гражданская администрация. Вот так указом подмахнул, все. И тут сиди и думай, а куда их? Подождите, то ли чтобы у тех властей, за которые тоже деньги выделялись, забрать, своим отдать, то ли действительно наступать будут, отбирать назад, отвоевывать Мариуполь, отвоевывать там вот эти села. Нет, деньги пилить. Вот на них Смотрите, деньги есть. Александр, смотрите, я скажу то, что вы знаете, а ну, большинство зрителей кто-то что-то слышал, ну, я скажу цельно. Смотрите, э, вот то, что вы только что рассказали о создании этих 10 администраций, это круговорот зеленого лайна в природе. Почему я так говорю? Потому что до создания этих 10 военно-цивильных администраций, которые теперь будут пилить деньги, вы правильно сказали, существовали органы местного самоуправления этих регионов. Мэрия Мариуполя, там других населенных пунктов, которые с таким же успехом пилили деньги и носили наверх. Я вам скажу, мэр Мариуполя Бойченко, который за день до начала полномасштабки сбежал со своего города, все эти года пилил бабло. Злые языки говорят, носил Ростику Шурме долю от этого, который был замом у Ермака. Теперь Ростик где-то под Мюнхеном, говорят, живет. Виллу то ли арендует, то ли купил. Думаю, надо найти ее и показать нашим гражданам, жителям Мариуполя и Запорожья. Это ж, ну, ихний товарищ, это самое. Вот. Поэтому ничего не поменялось. Ничего не поменялось, Александр. Одни пилили гниды, вторым отдали, теперь пилят те, кто ближе и более подконтрольные. Понимаете? Все. То есть, я еще раз повторяюсь, страна, где на образование денег нету, а на плюс образование уничтожается как наука, лесовым этим, а на чиновников есть, на зеленый гнид в парламенте, в Кабмине, в офисе президента есть. Эта страна обречена, понимаете? И спасти ее можно только одним путем – гнид передавить. Значит, там идет сейчас, ну, трансляция уже, ловят там ну, большое интервью Трампа к 100 дням, да, он говорит не только об Украине, там не только о каких-то, ну, моментах геополитических, а и о внутренних вещах, то есть там целый ряд вопросов ему задают. Пока что там то, что касается непосредственно нас, он заявил, что у Зеленского нет карты, он просит все больше и больше, а козырей нет, надеюсь, он это сделает, заключит мир, потому что Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца, но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским. Трубка Ермака могла быть чисто теоретически даже обозначать звонок Путина и Трампа как раз-таки по поводу перемирия. Мы будем, значит, наверняка кричать из каждого утюга, доноситься, что мы сделали Путина, сломали, убили, раздавили, и вот смотри, слава Трампу, слава Украине. Потому что, судя по всему, будет нечто синхронное. И вот то, что я примерно, ну, и говорил, это по поводу, ну, кто помнит, там, прогноз по поводу район 4 числа плюс-минус 2 дня. То есть это будет синхронно, никто не будет объявлять вот этого перемирия. Это будет 5 мая, Александр. Ну, вот все вот так вот раз и уйдут. Ну, так раз и уйдут. И боевые Только действия. надолго ли? Ну, в зависимости от того, как пойдут прямые переговоры.
Надолго ли? Потому что я не вижу цели ни у одной из сторон. Мы находимся на очень тонком льду, Александр, на очень тонком льду. И этот тонкий лед, ну, на самом деле является э, заминированным многими вещами. Объясните, пожалуйста. Вот объясните, в чем этот тонкий... Ну, хорошо, мы на тонком льду. Но на тонком льду надо лечь на пузо, чтоб тебя, не дай бог, чтоб не провалиться под воду. А не танцевать и горцевать. Согласитесь. А мы танцуем в присядке в Давоне, гопак 740, ну, кому что нравится, на выбор. А там еще и мины заложены, понимаете? Ну, по бокам. Мало того, что лед тонкий, так и мины заложены. Одну Макрончик оставил, вторую Стармер, третью демократы от США подсуетили с соросятами в средине. Костенко, о котором мы говорили, он чей? Он ихний. Он от них депутатом стал. И ихнюю повестку дня толкал, и я уверен, и сейчас толкает, Александр. Понимаете? Оказывается, у нас есть люди, которые называли себя националистами, и ну, я не представляю, ну, для меня это, ну, как-то дико. Националист, который толерирует Сороса. Понимаете, это для меня, ну, за пределом. Ну, то есть это, чтобы дискредитировать или тому подобное. Но у нас такие есть, целая когорта. И они тоже мины взрывают. Вот то, что мы хотели поговорить, это же мина, Бенюк. Это мина. Александр, не звук. Это серьезно так, это не просто, это не просто так, это очень серьезная история. Да, это не просто серьезная история. Я хотел бы обозначиться по ней и сказать четко. Первое, я считаю, что все, что прозвучало в этом интервью, было прямым образом направлено против украинского языка. Да, Прямым. Это не антироссийское выступление. Это антиукраинское выступление против украинского языка. Это говорю я, человек, воспитанный в украиноязычной семье, человек, который закончил украиноязычную школу, соавтор закона о языке и так далее, и так далее. Я утверждаю, что Бенюк высказался против Украины и против украинского языка. Я говорил уже в своем блоге, повторюсь у вас, что я считаю, что его надо пороть батагами по казацкому обычаю, привязать к столпу, как на сечи, и пороть ниже пояса, потому что у него, наверное, ум именно там, в дупе находится. По-другому это объяснить нельзя. Почему я считаю, что это против Украины и против украинского языка? Потому что если следовать рецептуре Бенюка и бить детей за русский язык, за русские слова, а более взрослых бутылкой, ну вообще это какой-то сюрреализм, то это заведомо настраивать их против этого языка, против этой культуры, против этой страны и так далее, и так далее, и так далее. То есть в данном случае, ну, я понимаю, что господин Бенюк никогда не придет подебатировать на эту тему ни к вам на канал, то ни на какой он не придет, потому что там все понятно. Это самое. Но это был выстрел помощи Владимиру Владимировичу Путину. Я думаю, что правительство уже должно награду выдать, российское.
Потому что это диверсия против украинского языка, украинского государства, украинской молодежи и тому подобное. Завтра же будут говорить, вот смотри, Вася, ты скажешь слово на русском, а тебя розгами, а тебя, Петя, в угол поставят и бутылкой по голове огреют, это самое. Можете себе представить, и это говорит народный артист, это говорит народный депутат Украины. Иначе как идеологической диверсией против страны и языка я назвать не могу. По причине того, что вызвать отвращение, я приведу вам пример. Я приведу вам пример. Десятки, сотни русскоговорящих украинцев в 2014 году пошли на фронт защищать страну. Они учили язык фактически в окопе. Кто-то выучил, кто-то не выучил, кому-то некогда было. Ну, понимаете, да? То есть это ж не без этого. Но они, в отличие от Бенюка, рискуя своей жизнью, здоровьем и всем, что у них есть, защищали страну, отдавали жизнь за страну. А в нашем случае, это, ну, ситуация вообще идиотская. У меня был друг, царство небесное, который погиб от рук Моторовы, ваш земляк, фанат Зари, футбольного клуба, который воевал в Азове. Он был полностью русскоязычным парнем, очень любил анекдоты рассказывать. Мама от него даже отказалась после смерти. А Бенюк вчера наплевал на его могилу. Ну, он на многие могилы наплевал, и Да? самое интересное, что это прям целая компания, там ролики всякие снимают. Конечно, ужасно это все, тут нельзя это толерировать никаким образом. Так, А, тут, понимаете, тут четкий водораздел. Тут четкий водораздел. Нет, Вот подождите, это не водораздел. Подождите, а давайте будем все как Бенюк. Я вообще не против. Русскоязычный. Бросай шинель, иди домой. Это не твоя война. Иди куда хочешь. Бусик едет, опа, увидел, а ты русскоязычный. А, ну все, это не для тебя, давай, проваливай со страны, давай, все, мы тебя, это не хотим тебя вообще, уходи и делай, что хочешь. То есть, если русскоязычные плюнут и пойдут домой с фронта, с передовой, то не будет Бенюка на фронте. А фронт будет по Днепру минимум, а там еще, может, под Львовом, там где-то постреляются в лесах, да, побарахтаются каким-то образом. То есть все какие-то, ну, опять-таки, а кто будет, на каком языке, там, казну государственную пополнять? Или уже на людей плевать, они никто здесь? То есть вы понимаете, какая-то такая странная история по поводу этого Бенюка. это даже, ну, это даже не история по поводу Бенюка или А ты по... баты шли солдаты, да. Да, это история, понимаете, история, как взорвать страну со средины. История, как заложить мину для будущих поколений. Ну, для детей. Это история о том, ну, я не хочу, не буду, нельзя, ну, я верующий человек, не хочу говорить о истории, связанной с убитой. Понимаете, о чем я? Но это и та же история. Это та же история. Это продолжение в самом худшем, Александр, виде.
Да, друзья, значит, подводим итоги нашего опроса. Выйдут ли США из переговоров по Украине? 19% да, все к тому идут. Будут прямые переговоры без США, Россия, Украина. 19% да, но помогать будут через Европу. 27% да, ни участия, ни помощи не будет ничего. И 36% нет, говорят, это все блеф, чтобы ускориться. Больше 10 тысяч голосов мы получили, это прекрасно. Спасибо, друзья, что ставите лайки. Это важно для того, чтобы нас становилось больше, несмотря ни на какие санкции. И я считаю, что Александр, это вот так вот в пику, да, вот это под нос вот этим товарищам, которые в пятницу ведут на кого-то новое. да, будем наблюдать. Александр, с вашего разрешения включу свет перед тем, как ответить на вопросы, потому что вижу, что уже как с подполья выгляжу. Не, ну, вам идет. Включите, конечно, свет, друзья. Я прежде чем, ну, пока мы ждем Игоря Владимировича, я всех приглашаю на сегодняшний шум. Обсудим все с чувством, с толком, с расстановкой. Очень надеюсь, будет интересно. Попробуем пошуметь в 22 часа. В принципе, мне посоветовали, чтобы шум был немножко короче, но вот под финал дня самое оно заходит, поэтому всех приглашаю. Может, даже привыкнем так с вами финализировать день. Шум 22:00 сегодня. Итак, Игорь Владимирович, поехали. Вопросы для вас. Начнем с сообщества YouTube непосредственно. Пользователь Пиков. Добрый вечер. Вопрос. Чем должна закончиться война, чтобы Украина перестала быть угрозой для России, включая терроризм, подрывную деятельность, если вероятность, что она успокоится и не будет, подбиваемая бритами, гадить соседу, а также выискивать в собственной стране неправильных граждан? Смотрите, для меня победой в этой войне будет сохранение украинского государства, сохранение жизни украинской нации. Очевидно, что повестку дня внутри страны надо будет менять. Очевидно, что повестка дня должна быть такая, чтобы не вызывать против себя агрессии со стороны соседних стран, любых соседних стран. Страна нейтральный статус будет иметь, это очевидно, если нам удастся сохранить, дай бог, страну. И, соответственно, исходя из этого, ну, я думаю, что что-то подобное там Австрии. Да, значит, друзья, еще важное объявление. Все пользователи, которые в закрытом клубе канала Шелест, Телеграм, они тоже имеют возможность оставлять вопрос. Буквально парочку вопросов оттуда для вас. Значит, Павел задает вот такой вопрос. Если взять ретроспективу, все сходится. Только Высоцкий любил писать между строк, а именно в этом произведении, это «Переворот в мозгах из края в край», упустил всю боль и страдания, назвал это простым понятным термином — ад. Вопрос больше про вектор движения, чем про события сегодняшнего дня. От чего отталкиваться каждому украинцу, неважно от места нахождения, года и способа миграции, ну и, понятно, причин ее породивших, от 2008, 2014, 22, как каждая зафиксированная дата является точкой на пути. Так вопрос, куда мы путь держим? Паша, 38 лет, родился во Львове, в 16 эмигрировал в Израиль. Смотрите, на самом деле мы сейчас все стоим на э, раздорожье перед выбором. Как я уже говорил, либо мы остановим зеленый гнит, эту команду ликвидаторов государственности и утилизаторов народа нашего украинского, либо мы прекратим свое существование как государство и как народ. Почему? Потому что исход людей будет, как показывают предыдущие волны миграции, проходит одно-два поколения и наступает ассимиляция. Вот. Поэтому
одно дело, когда существует эмиграция и существует материнное государство, которое лелеет культуру, язык, ну, не Бенюка, я имею в виду, а язык. Это самое, то есть и тому подобное, это одно. А когда этого всего нету, тогда поколение два и Ну да, начинает. так и есть. Значит, вопрос от Игоря. Почему выражение «зеленая гнида» Мосейчук приписал себе, хотя впервые так называл Лукашенко? Ну, честно, я ничего себе не приписывал. Это самое, это выражение появилось в моей интерпретации, перефразируя слова, которые приписываются главному атаману УНР Симону Петлюре, моему земляку в Полтаве, звучат они так. Не так страшні московські воші, як наші українські гниди. А я добавив слово зелені гниди. Мгм. Вопрос. Женя Колот. За 30 лет большое количество украинцев, не все, прошло путь от протеста против действующей власти до отказа жить в своей стране, а многие от гражданства. Какими бутылками нужно бить детей по голове, чтобы они хотели жить в Украине будущего? Ну, для начала надо тех, кто предлагает бить бутылкой детей по голове по любому поводу, по любому, их надо батагами пороть ниже спины, чтобы мозги хоть чуть-чуть вернуть с дупы в голову. Это раз. Второе. Я повторяюсь. Страна, в которой есть деньги на чиновников, зеленый гнид, в парламенте, в Кабмине, на Банковой, в которой можно рассуждать о розах за язык там, и бутылки по голове, она обречена. Если мы хотим спасти страну, мы должны это все купировать, очиститься. Да, значит, вопрос. Как думаете, почему администрация Трампа не обнародует санкции против администрации Зеленского и весь компромат, который у них есть про коррупцию? Чего они ждут? Они пытаются использовать это для достижения главной цели. Главная цель была задекларирована Трампом как мир. Установление мира между Украиной и Российской Федерацией. Именно этим пытаются, это единственный инструмент в руках трампистов, чтобы вырвать с цепких объятий глобалистов наших зеленых гнид. Но по той информации, которой владею я, санкции будут введены в любом случае. И сегодняшнее интервью, которое Александров вспоминал, Атлантик Трампа, где он четко провел водораздел, что я с Украиной, но я не с Зеленским. Да, Ну, он не в теме, он назвал Зеленского, я бы сказал, чуть иначе, потому что сам по себе Зеленский может уже на все бы согласился, потому что не зря ж он носится со списком там уже чуть ли не 50, а может и больше людей, которым надо гарантий безопасности, потому что зеленые гниды, они в чем-то сильней. Ну, Зеленский не может быть зеленым диктатором без зеленых гнид. То есть это понятия, которые сплелись и которые держат в своих этих липких ручонках окровавленных нашу страну. Глеб, добрый вечер. Вопрос гостю. Если гипотетически нынешний президент Украины покидает пост и к власти приходите вы, ваши единомышленники, соратники, но Россия не изменяет своим нынешним условиям по мирному соглашению, то готовы ли вы будете на подписание мирного договора на условиях России или продолжите воевать дальше? Спасибо.
Смотрите, Глеб, даю прямой ответ. По состоянию на сегодня максимально продавливал бы. И я думаю, еще остаются шансы. Они были изначально, они были. Вот вчера, позавчера они были. Но они уходят. Ну, то есть шанс теряется. Я бы продавливал вариант корейский. Мгм. Вариант корейский с дальнейшим переговорным процессом, юридическим согласованием. Мы говорили ну, в программе «Большой блок» говорили, что в любом случае за 2 дня никто выполнить условия Путина не может. Ну, это физически невозможно, юридически невозможно и так далее. Поэтому я бы отстаивал корейский вариант максимально. Но я четко понимаю, что мир стране необходим. Это вопрос выживания для страны и для народа. Поэтому продолжение войны – это помощь Путину. Это то, что мы сегодня говорили, что господин Костенко, продолжая войну, фактически помогает Владимиру Владимировичу. Все, кто за войну, каждый день мы смотрим карту Дипстейт, тоже, которую вспоминали сегодня, и считаем квадратные километры, да, потерянные. А жизни кто посчитает потерянные и здоровье. Олег, переходим в чат трансляции. Вопрос: что будет, если после заявлений Костенко на Красную площадь прилетит украинский дрон? Путин мастер таких вещей. Ну, имеется в виду, как бы украинский дрон. Я понимаю о чем, как российский в Чернобыльскую станцию. Я понимаю. Смотрите, такая угроза есть, мы ее не можем. Мы можем только говорить об этом. Кстати, чем больше будем говорить, тем меньше вероятность, ну, что что-то подобное, ну, произойдет. Но я вам скажу, что я ж не зря обратился к Зеленскому, я крайне редко, я понимаю, что это все равно, что с зеленым растением разговаривать, крайне редко обращаюсь, но в данном случае обращался и повторю обращение к Зеленскому, как верховному главнокомандующему, и к Малюку, как Василию Васильевичу, как главе службы безопасности, выполните свои обязанности наконец-то. Угомуйте этого парня, который приносит страшный вред нашей стране. Страшный. Если произойдет то, о чем вот вы пишете, или что-то даже подобное, не надо прилетать. Хай оно на подлете сбито будет под Москвой. Ну, подождите, там лидеры мировые. Ну да Си я же Цзиньпин, бы, да, ну их это там. вы же понимаете, Александр, хай оно будет сбито на подлете. Этого будет достаточно, чтобы завтра Лукашенко вступил в войну, так как корейцы вступили. Понимаете? Ну, Вот и все. конечно. И тогда посмотрим, да, что к чему. Корейцы, опять-таки, да. Ой, это Ну, вообще запустит такой процесс очень нехороший. то есть просто, ну вот, ну я же говорю, что он, что Бенюк, это люди, которые своим языком, ну, сделали, подорвали мины и так на тонком льду. Да, значит, вопрос от пользователя: США, получается, победили в войне между Украиной и Россией? В войне между Украиной и Россией пока не победил никто. И если смотреть глобально на ситуацию, то исход войны не решится мирным соглашением завтра. Бумеранги этой войны будут лететь и по Украине, и по России, и по негласным участникам еще очень сильно, сильно, сильно. Смотрите, я вам приведу один пример сейчас. Он мне понравится аудитории с Российской Федерации однозначно. Ну, я читаю все комментарии, когда всплески, знаете, Александр, происходит. Никто же не сомневается, что Великобритания одна из стран-победительниц во Второй мировой войне, да? А вы знаете, что по итогу Британская империя перестала существовать?
последствием, бумерангами, которые поприлетали в Великобританию, была смерть Британской империи. То есть то, что мы сейчас видим, они то там надувают, ну, щеки, еще что-то, пузыри, империя умерла. И победитель в войне Уинстон Черчилль, он в том числе и могильщик Британской империи. Да, тут, конечно, знаете, вот такие вопросы, Виктор Викторович. Что бы вы сделали, если случайно оказались в сентябре 2013 года? В сентябре. Биткоин купил бы. Смотрите, в сентябре 2013 года я находился в 208 камере Лукьяновского СИЗО и думал о том, как мне оттуда выбраться. Поверьте, на моем месте вы бы думали точно так же. Попытался бы ли я остановить ситуацию, которая происходила на улице за стенами СИЗО? Я думаю, что я бы попытался ее направить в другое русло, потому что революцию делали романтики, а ее плодами в результате попользовались и по сегодняшний день пользуются подонки. Поверьте, большинство тех, кто был на баррикадах, их или уже нету в живых, или они потеряли здоровье, а те, кто стоял на сцене, в большинстве своем жируют, бухают, отдыхают. Да, ну давайте финальный вопрос. Много реакций на вашего носорога, который стоит на полке. Зачем он там стоит? Расскажите про него. Про какого из них? Ну, я так понимаю, самого выдающегося, который постоянно, как бы, Вот есть. Вот не, есть. самого большого, который постоянно О, как-то... давайте я покажу, я расскажу вам о последнем носороге. Сейчас, одну секунду, друзья. Последний носорог звучит как-то, знаете... Не, у меня есть коллекция, Александр, у меня коллекция носорогов. Я их собираю. У меня их больше сотни. У каждого носорога есть история. Я их или покупаю где-то, или мне их дарят. Вот носорог. Вот носорог. Это последний носорог, который прибыл в мою коллекцию. Этот носорог подарен мне моим подписчикам с города Одессы, известным одесским нейрохирургом. А ему его подарил его пациент, который был летчиком в Африке. То есть этот носорог привезен с Африки. Сейчас, естественно, доктор оперирует военных наших в большинстве своем, ну и обычных одесситов. Вот, смотрит эфиры, в том числе, я думаю, и этот эфир сейчас смотрит с нами Александр. И вот передал вот такой вот подарок вот этого носорога. Я благодарю Александра Валерьевича за его труд по спасению людей, ну и за носорога, естественно. Что касается этих всех носорогов, у них тоже есть отдельная история, но это тогда будет тема всего полуторачасового эфира, потому что ну, их реально тут уже больше 120. Да, Игорь Мосейчук, как это, человек и носорог украинской политики, был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим дорогим зрителям. Друзья, давайте все вместе, что бы ни происходило, сделаем нашу страну большой, мирной и процветающей. И будем жить. Да, всем добра и света. Увидимся совсем скоро, буквально через час. Поэтому берегите себя.